Хорошие новости, друзья. Нас всех признали официально людьми второго сорта. Конечно, мы и раньше знали наше место в пищевой цепочке, но теперь это стало официально, есть бумажка с печатью. Теперь людям первого сорта можно ездить бухими за рулем и убивать нас, и ничего им за это не будет. Hey, what happened? Я говорю сейчас о тысячах судей и прокуроров по всей России, которые теперь благодаря приказу МВД, вышел новый приказ МВД в начале месяца, который запрещает сотрудникам ГИБДД теперь останавливать, отправлять на свидетельствование медицинское судей и прокуроров. Теперь судья или прокурор может спокойно после тяжелой работы, когда его мучает совесть, залить эту совесть водочкой, винишком, сесть за руль и выехать на дорогу и поехать. Конечно, и раньше они это делали, и мы с вами знаем много случаев, когда пьяные судьи попадали в СМИ. В Иркутске разбираются в скандальнейшей истории задержания полицейскими судьи местного областного суда Дмитрия Черникова. Патруль ДПС задержал его на месте автоаварии. Причем судья был за рулем и явно не трезв. Но были с этим проблемы, потому что рано или поздно, конечно, попадался какой-нибудь честный полицейский из красной книги, непуганный. Дмитрий Александрович, продувать будете алкотестер? Да нет. Нет, наверное. На медицинское свидетельствование поедете? Тоже не поедете. Я вас не слышу. Да, нет, не поедете, да? Ага. Понял. И он вставал против этого судьи, несмотря на корочки, несмотря на звания, несмотря на звонки, которые были, составлял протокол. Потом приходилось увольнять этого полицейского. Полицейский шел в СМИ, поднимались эти ужасные скандалы, общество как-то все дело осуждало. Ну зачем вот нужна вся эта ерунда? Ведь все понимают, что судья, что прокурор и другие уважаемые люди первого сорта, они, конечно, должны быть выше этих законов, которые пишут для нас. Если захотел выпить, ну пусть выпьет, это же судья. По официальной статистике ГИБДД за прошлый год, 2017, в России произошло 15 тысяч ДТП по вине пьяных водителей. В этих ДТП 20 тысяч человек пострадало, и из них 4336 человек погибли. Это только от ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. 4336 человек. Это каждый день в среднем на дорогах России из-за пьяных водителей погибало 12 человек. Эти цифры, они никого не удивляют, потому что все привыкли, что на дорогах каждый день люди погибают. Если вы до сих пор боитесь летать на самолете, то совершенно напрасно, потому что, например, за тот же 2017 год ни один человек не погиб в результате авиакатастрофы на коммерческих рейсах. И самолет, несмотря на то, что иногда случаются страшные трагедии, самолет по-прежнему остается самым безопасным транспортом, способом передвижения. За всю историю новой России с 1991 года погибло в результате терактов чуть больше 2000 человек. Только за прошлый год, только за 2017 год на дорогах России только из-за вины пьяных водителей, только по вине пьяных водителей, пьяных мудаков погибло 4336 человек. В 2 раза больше, чем в терактах за всю историю России. Но мы очень боимся терактов, мы тратим огромные деньги на финансирование спецслужб, мы начали войну в Сирии, мотивируют это тем, что террористов нужно убивать на подступах, что мы защищаем наших граждан. Мы какие-то невероятные деньги тратим на этот театр безопасности, везде стоят рамки, везде стоит полиция, всех все проверяют, досматривают, за какие-то миллиарды делают какие-то системы, потому что каждая жизнь нам важна, и мы очень боимся терактов. При этом мы никак не боремся с тем, что у нас люди ездят пьяные за рулем. И более того, мы меняем законодательство так, что отдельные группы граждан теперь могут ничего не бояться, потому что никто их не остановит, ни один сотрудник полиции теперь не имеет права остановить судью. А теперь давайте посмотрим, что на этот счет думает полномочный представитель РФ о высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Если мы хотим иметь независимое правосудие, мы должны сделать так, чтобы судья был огражден законом от любых возможных злоупотреблений со стороны тех, в отношении кого он судьей выступает.
Возможность составить протокол на судью и отправить его на медицинское освидетельствование, а еще просто указать на то, что он отказался от этого освидетельствования. Допустим, нет видеозаписи. Это возможность на судью надавить. Судей отбирают очень и очень тщательно. Другой вопрос, что за судьями должен быть контроль иной, чем организован сейчас. Но это не дело простого милиционера контролировать судью. Так вот думает Михаил Борщевский. Конечно, друзья, мы знаем, насколько тщательно нас отбирают судьи. Мы знаем историю про судью Хахалеву, которая работает, даже не имея диплома о высшем образовании. Это было доказано, журналисты раскопали, что у нее нет даже диплома о высшем образовании, она до сих пор работает. Мы очень хорошо знаем наших судей, как их тщательно отбирают. И чтобы убедиться в этой тщательности, просто наберите на ютубе «Пьяный судья». И для вас откроется портал в ад, где кучу охеревших мудаков, бухих, как животные, которые выехали на дорогу, чтобы убивать нас, убивать наших детей, чтобы ставить под угрозу безопасность граждан России. И теперь никто не сможет их остановить. Потому что, как говорит Михаил Борщевский, не дело простого милиционера контролировать судью. Номера скручивают. Номера скручивают. Три пятерочки. Молодец. Федеральный судья. А вы, дорогие друзья, знайте свое место, не попадайте под колеса барину, потому что вас убьют и ничего им за это не будет. Берегите себя.